Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня я для вас хочу приготовить очень простой и вкусный пирог с мясом. Готовить я буду очень большой пирог на большую семью. Итак, смотрим. Вот в такой чаше я буду замешивать тесто. Сюда я выливаю 500 мл кефира. И теперь я сюда сразу же добавлю 2 яйца. Добавляю сюда 50 мл растительного масла. И добавлю сейчас я еще сюда ровно 400 грамм сметаны 20%. Можно брать 15% или 10%. Это уже смотрите сами на ваше усмотрение. И добавляю 100 грамм сливочное размягченное масло. И все хорошенько перемешаю венчиком. Все я перемешал хорошенько, превратил все в однородную массу. Добавил я 1 чайную ложку соли и добавляю 2 чайные ложки сахара. И сразу сюда добавлю 1 чайную ложку соды. И теперь с помощью венчика хорошенько все перемешаю. Да, соду в этом рецепте лучше добавлять в жидкую массу, чем в муку. Вот как видите, все у меня пузырится. Сода вступила в реакцию с кисломолочной продукцией. И теперь я начинаю сюда просеивать муку. Для этого рецепта я использую обычную пшеничную муку ровно 1 килограмм. И сейчас сразу замешу тесто. Вот видите, с помощью сита обязательно надо просеивать, потому что всякое там остается. И теперь руками начинаю замешивать очень хорошее сдобное тесто. И теперь я выкладываю тесто на стол. Стол я припылил мукой. И вот так вот продолжаем замешивать наше очень хорошее тесто. Вот такое вот в итоге должно у вас получиться тесто. Как видите, я продавливаю пальчиками, и тесто возвращается. Оно слегка липнет к рукам. В чашу я добавлю прям немножко растительного масла. Хорошенько его размажу по чаше. И теперь я сюда выложу тесто и дам ему отдохнуть. И обязательно накрою тесто обычным простым кухонным полотенцем. А пока тесто у нас отдыхает, здесь у меня 500 грамм свиного фарша, лука у меня здесь 250 грамм и картофеля ровно 400 грамм. Теперь я картофель натру на крупной терке, а лук нарежу мелким кубиком. Все я приготовил для фарша, и теперь я сразу же сюда добавляю адыгейскую соль. 2 чайные ложки будет достаточно. И теперь все хорошенько перемешаю. Тесто и фарш у меня готовы. Тесто отдохнуло у меня минут 20, пока я готовил фарш. Отрезаем от теста 1/3. Этот маленький кусочек я буду использовать для верха пирога. А большую часть я вот так вот закругляю. И теперь раскатаю с помощью скалки. Этот кусок у меня пойдет на низ. Все, я раскатал тесто вот в такой вот пласт толщиной полсантиметра. На противень я постелил пергаментную бумагу. Вот так вот разложил тесто. И теперь я сюда начинаю сразу же выкладывать заранее приготовленный фарш. И теперь равномерно распределю этот фарш по тесту. Раскатал я меньшую часть теста вот в такой вот пласт, тоже толщиной где-то 0,3-0,4 мм. Фарш я уже разложил по тесту, теперь накрываем его и посмотрите, что я буду делать дальше. Я беру нижнюю часть теста, которую я оставил специально, не накладывал по краям фарш, и вот так вот натягиваю на верхний пласт теста и вот так вот прищипываю. Взболтал я с помощью вилки 1 яйцо, и теперь с помощью кисточки наносим яйцо на бока и наверх пирога. Все, пирог у меня готов, и теперь я его отправляю в заранее разогретую духовку до 180 градусов и начинаем его выпекать. Прошел у меня ровно час, но время зависит, конечно же, от качества вашей духовки. Если у вас крутая современная духовка,
то, возможно, уйдет у вас даже 40 минут. И вот такой вот красивый и румяный пирог в итоге у меня получился на большую семью. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита. Не забывайте поддержать мой канал, поставить палец вверх, подписаться. Всем пока-пока.